Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова. И у нас выходные, а это значит покупочки. Сейчас будем с вами смотреть, что же мы купим. Здесь я всегда покупаю вот эти вот салфетки. Видите, здесь они всегда по акции. Мы в Мигросе. Вот, смотрите, здесь в Турции очень хорошие вот такие вот салфеточки есть для уборки. Здесь 100 штук. 100 штук стоит 89 лир. Также у меня закончились эти губки для мытья посуды. Обычно я привезла, точнее, я из России их с Атоми. Они очень классные, но, к сожалению, здесь губок нету в Атоми, поэтому вот альтернатива. Хотя бы такие стоят 2 штуки 77 лир. Вот это взяла я и это взяла. Фейри стоит 99, Фрош 109. Вот, кстати, Фейри чересчур пенится, Фрош, наоборот, утекает. Это остается на посуде, а это очень за 2 недели заканчивается. Поэтому я средства для мытья тоже в Атоми покупаю. Сейчас уже в магазинах все по полной готовится к Новому году. Смотрите, здесь тоже есть. Но это не для уборки, это просто салфетки, 100 штук, 59 лир. Шампуни продают, но шампуни я тоже уже не покупаю в Мигросе. Все беру в интернет-магазин Атоми. Вот так вот уже все готовится к Новому году. Привозят всякие интересные ништячки, носочки. Смотрите. Елка, кстати, 120 сантиметров. Нам елочка нужна. У нас есть маленькая, большой нету. Украшения красивые, смотрите. Вау! 59 это что? Интересно. 12. Даже есть снег. А кто-нибудь из вас покупает снег в магазине? Сколько стоит? 79 лир. Маленькая 64. Вот. Красиво. Я, короче, в этом году хочу красиво елку украсить. Сколько, интересно, вот такая 120 сантиметров. Что-то нигде не вижу. Также в Мигросе есть Милка шоколад, но он здесь очень дорогой. Мигрос вообще магазин для русскоговорящих. Здесь многое завозят для русскоговорящих, точнее. Да. Вот творог, например. Кстати, стоил 270. Стал дешевле. А в Турции есть такая особенность, что некоторые продукты дешевеют. Хотя, да, это редкость обычно. Так, вот этот сыр мне очень нравится. Гравьер. Вот, наверное, я его возьму. Я хочу сыр купить вот этот вот. В прошлый раз мы брали, очень вкусный. 200 грамм, 209 лир. С дырочками. Так, и здесь мы всегда покупаем мясо, если оно свежее, конечно же. 850, 900, где-то так мясо. Для фарша 730 лир. 790 это бут написано, ляжка. 1399 это антрекот чистое такое, для, не знаю чего это. Данаки Микли это получается, с костью я люблю, давай возьмем. С костью 739 стоит. Здесь нам, как всегда, делают фарш бесплатно, эта процедура. Ну, также мы взяли еще и на второе цельные кусочки. Смотрите, что тут продают для роллов. 2 роллы. Это и есть роллы, да, это не для роллов. И здесь тоже. Ничего себе в такой упаковке. Интересно. Вот еще вот такие вот есть. Прикольные. Короче, вот здесь вот еще есть ценник, кому интересно. На стоп-кадр нажмите и посмотрите. Смотрите, какой подарок на Новый год тут подготовлен. Цены, смотрите, вот такие вот в лирах. Тут корзинка счастья. Фанта. Тут вообще этот
шалгам засунули. Чипсы, попкорн, сладости. Семечки даже есть. Чего только нету. Смотрите. Хотели бы такую корзинку на Новый год, чтобы вам принесли? Сколько пользы-то, а? Елочку нашла, стоит 469, 120 сантиметров. Елочка, кстати, называется Елбаше Чам Аджи. Аджи. У нас огаш по-татарски, у них ач. Ну, короче, одно слово. Вот. Есть еще 150 сантиметров, кстати, но цены не указаны на 150 сантиметров. Взяли творог на завтрак. Смотрите, тут еще клубничка продается. Здесь куча суши. Зашли в Карфур. Цены чупра 349, а левреп 479 лир. Мясо тут тоже есть. В Карфуре 819, 819, 639, 669. Это дана кушбаша, это соте. Так, и кима 599. Это фарш получается. Фарш уже как будто готовый какой-то. Еще есть. Ну, вот такой вот обычный еще. Из этого делают. Короче, цены примерно. Ну, дешевле немножко, но мясо цветом там красивее было. Поэтому мы там взяли. Так, яйца, смотрите. 30 штук, 145 есть. И 195. Это... Так, а разница в чем, интересно? Что-то не поняла, в чем разница. И есть вот 15 штук по 79, по 129, вообще 10 штук. Здесь 15 штук. Тоже цены, конечно. Ну может быть это первая категория, вторая категория. Не знаю. Вроде М-ка пишут. Там и там. Пока Руслан покупает, давайте покажу вам цены. Мука стоит 200 со скидкой 129, 5 килограмм. Липтон 167, это 100 пакетиков. И килограмм чая 189 лир. Макаронные изделия 14 лир. Так, до 23 есть, за 30 есть. Я 23 обычно покупала, за 26 тоже беру, за 30 тоже иногда барила, тоже вот бывает со скидкой, я ее тоже беру. Со скидочкой это где-то 40, 30 с чем-то. Чечевицу здесь вот продают, килограмм 156. Есть другие виды, по 200 есть. Чечевица, кстати, очень так подорожала, как будто бы она вообще дешевая была. Так, карфурская. Здесь цены нету. Вот такие вот, в общем-то, цены. Паста томатная 49. Но это Карфур. В Карфуре дорого. За 154 есть чечевица. Органик написано. Есть зеленые по 179. Вот. Можно, кстати, здесь посмотреть, есть ли хлопковое масло. Вот какое масло тут есть, давайте посмотрим. Оливковое масло 204 или 3 по 126 написано. Оливковое 179. Кстати, оливковое тоже подорожало, 299. Вот это натураль сазма. И есть классик. Вот тюмьем эклерде, то есть на всех. Там и для жарки подойдет, 248 литр стоит. Вот. А Камиле была фирма тоже 200, сколько, 260 была. А я еще говорила, что в Биме 230. В Биме тоже сейчас подорожало. Короче, такие цены. Что тут еще есть у нас? Айчичек я, это получается подсолнечное масло, тоже подсолнечное идет, 97 лир за килограмм. 2 литра 189 подсолнечное.
Ну, вот есть за 294. Кукурузная, кстати, вот есть. Кукурузная 217. Так, это что? Это, короче, натураль сазма. Да. Литр 549. Это что какое-то? Оливковая пишут. В стекле, может быть, типа какие-то там очень крутые. Такое вот оливковое есть. 500 миллилитров. Натураль сазма. 244 лиры. 4 литра подсолнечного 429 стоит. Здесь вот 5 литров вообще 385. То есть со скидочкой. Цена желтая, значит со скидкой. Оливковое масло также вижу. Оливковое. Ой, тут натуральная. Натурал сазма написано. Экстра Virgin Olive Oil. И чечек. Короче, вот так вот. Я что-то другого масла тут не вижу. Хотя здесь было еще масло фундук из фундука. Я видела. Что-то его сейчас нету. Так. Соевый соус. Соя-сос 72. Гранатовый соус 119. 227 есть. Уксусы разные. Что тут еще? То сода 7 лир всего лишь стоит. Знаете, какую приправу я ищу? Хмели сунели. Вот нету в Турции хмели сунели. Или, может быть, у Бахараче есть. Просто надо спросить. Вот. Может, кто знает, напишите в Турции, где можно купить хмели сунели. Также в Каррефуре еще можно купить изюм. Не изюм, а чернослив. Его тоже редко встретишь в обычных сетевых. Вот тут он 80 стоит. Дети любят. В школу я обычно ложу. И орешки здесь можно тоже посмотреть. Фундук чищенный. Еще здесь есть сухие всякие фрукты. А вот дыня сушеная 59 лир. Очень вкусная. Инжир сушеный тут есть. Сейчас посмотрю. Ой, они вообще легкие, конечно. Всего лишь 20 грамм, 15 грамм. Лучше, конечно, свежака брать. Вот. Также, конечно же, мы остановились в лавке овощной. Детям в школу нужны яблоки хорошие. Алло? Тоже продают клубнику, голубику, киви по 200, мандарины по 25, потому что сейчас сезон, по 100 лир. Яблоки, помидоры по 60, огурцы по 30. Вот огурцы здесь вкусные, кстати. Помидоры мелкие по 80. Уже разобрали, сегодня выходной, и все разобрали. 45 помидоры, имбирь, корень имбиря 400. Вот кабачки, не кабачки, баклажаны 50, перец по 60. 85 красный перец, зеленый острый перец, капуста, красная капуста, морковка. И зашли мы в БИМ. Сейчас покажу, что мы в БИМе покупаем обычно. Всегда. Это вот эта вот стоечка. Самая-самая лучшая для нас. Это не оно, да? 36 фундук написано, 36%. Но там тоже так же было, 36. Все меньше и меньше. Что это такое? Что такое? Не знаю. Пустота внутри. Странно. Ну давай возьмем на пробу. Ну давай на пробу, да. Другой был. Может быть, есть он, кстати? Вот, нет. Нет. Из этой фирмы. Это Тахим. Нет, не из этой. Смотри, какая есть. Да ну, интересно, дубайский. Не надо. Дубай стайл. Я бы взяла бы вот такую. Ну лучше. давай. Это 200 грамм, а здесь тоже 200 грамм, да?
Да, тоже. Я вот... Ты и ту возьмем? И ту возьмем. Все, берем. Дубайский стиль. Интересно. Пойдем. Дубай стайл. Чипсы вкусные вот эти вот. Ну бери как раз по скидке. Возьми. Да, и бывает попкорн тоже очень вкусный. Шоколадный, нету его. Он тоже редкость. Милка здесь всегда со скидкой. Вот считай, в Мигросе 80 чем-то, здесь 49. Еще что? Смотрим. Попкорн. Так, не то. Этот попкорн, он вообще очень вкусный. А смотри, какой еще есть чипс. Ну ладно. Так. Вот, кстати, и Барилла по 39 со скидкой. Пожалуйста, можно взять одну, если надо. Вот, кстати, подсолнечное масло 247. Натурал сазма 325 появилось. Вот это вот. Нет, это не то. Я перепутала с зелененькой. И вот, кстати, классик, наверное, да? Тоже 2 литра, 427 стоит. Короче, подорожало. Нету для всех блюд. Только натуральный сазма. Вот яблоки хорошие. Берем, давай. То, что купили мы в Биме: молоко, 2 пасты, яблоки, лимоны, чипсы и вот такие вот грибочки. А что это за грибы такие? Это тоже такие же, как шампиньоны, но тоже вкусные. Зато они чистенькие. Также мы зашли в Мадам Коко. Докупаем тарелочки. Мы брали их по акции, а вот эти вот мы не брали. Маленькие, средние точнее. Вот сейчас как раз они остались, остатки по 100 лир. Так что это мы выгодно зашли. Сюда мы зашли за елочкой. Смотрите, что есть новогоднее тут у нас. Елок тут нету. Но зато тарелочки купили. Вот такая тарелочка. 299 лир, очень красивая. Смотрите, в игрушечном магазине есть вот такая елка. Стоит 3 500. 2 сантиметра? 2,10. Да, 2,10. Здесь вот поменьше. Метр 80. 2 500 сказала, 1,80 м. Здесь вот игрушки можете посмотреть. Вот. И вот здесь вот такие маленькие есть елочки. И вот такие типа снежные. 6000 лир. 5000 лир. Вот, это игрушечный магазин. Если кому как ориентир. 90 santim 350, şu 110 santim 450. 450. Это, короче, недалеко от Арчелик. Арман называется. Арман. Магазин. Здесь вот рядом Арчелик находится. По Ататюрку. Короче, нашли в Мигросе вот такую красивую, заснеженную. Вот. Взяли мы ее. Вот такую, 150 сантиметров. И она вместе со такой железной штукой стоит 1299. Ну и распаковочка, друзья. Так как этот ролик по поводу покупок, покажу, что же я заказала в интернет-магазине Атоми. Посылка приходит здесь домой, в Турции. Обычно на российском сайте, кто заказывает, ну, через Россию заказывает, приходит в офисный центр, так же как с Озона и Wildberries. Есть пункт выдачи. Так, тут прикрепили у меня список продуктов, которые пришли. И посмотрим. Качество действительно бомбическое. Я поэтому продолжаю пользоваться этими продуктами. Вот так вот еще и упаковывают. Ну, это вообще прям класс. Я, кстати, вот эти вот даже штуки сохраняю всегда. Мало ли, вдруг понадобится. Если, например, перелет, что-то там вернуть. Так, ну и посмотрим. Это у нас пасты. Зубные пасты с прополисом. С натуральным прополисом. Не содержит никаких тяжелых металлов. И безопасно даже для детей. Мы пользуемся всей семьей. Здесь килограмм. То есть здесь 5 штук по 200 грамм. Обычно они идут 80-50 грамм зубные пасты. Здесь
Одна паста 200 грамм. Также из этой серии можно купить 4 штуки по 50 грамм. Они дешевле стоят. То есть, смотря какая семья. Если маленькая семья, то можно заказать маленькие, а если семья большая, то можно заказать вот такие вот большие. Но по поводу паст хочу отдельно сказать, что они очень классные тем, что там идет прополис, и поэтому как бы заживляющий эффект. Если есть проблемы полости рта, даже у детей, десны, все такое, она прям лечит. Классно очень. И многие пользуются этой пастой не по назначению, мажут там на какие-то ранки, то есть, ну, экспериментируют. Вот. Также я заказала помаду, как всегда. Эта помада на зиму очень хорошая, то есть это прям не помада, это, наверное, блеск, больше блеск и с оттенком. Здесь в Турции есть оттенок красный и коралловый. Вот. Я сама пробовала и коралловый, и красный. Мне больше понравился, конечно, красный. Коралловый больше с розовым оттенком, но она очень такая прям увлажняющая. И поэтому именно на зиму, да даже вот от сухости губ, чтобы губы такие вот казались пухлые, нежные, сочные, я вот прям рекомендую эту помаду. Она очень классная. И все. Получается, у нас тут только шампунь и бальзам. Кондиционер идет. Это из серии Scalp Care, именно очищение кожи головы. Я никогда не пользовалась такой серией раньше для волос. Сейчас я вот только ими пользуюсь, потому что на турецком сайте, к сожалению, нет других вариантов. В России они просто вот, ну там есть и для обесцвеченных волос восстанавливающий комплекс и питательный комплекс, да, там есть Абсолют серия и еще очень много вариантов, но, к сожалению, так как в Турции нету, я только этим пользуюсь. Я попробовала именно для очищения шампунь и поняла, что с этого и надо было, оказывается, всегда начинать. То есть если кожа головы плохая, если она не очищена хорошо, то, во-первых, волосы не растут, во-вторых, объема нет, оказывается, и волосы очень быстро загрязняются, то есть проблем куча. И поэтому как раз таки я и остановилась на этой серии. Я могу, в принципе, заказать из России там другие варианты, как вот, например, заказала Химохим, да, другие варианты продуктов, но все-таки шампунь, мне этот понравился, эта линейка, и я продолжаю пользоваться ею. Вообще, в общем, если сказать, все шампуни ватами, они очень такие высокого качества. Линейка идет люкс, так как этот завод-производитель находится в Южной Корее, качество высокое, и на этом же заводе создают такие бренды, как Chanel, Lancome, Shiseido, то есть эта линейка именно люксовая, поэтому шампунь не просто обычный шампунь, а именно линейка такая высокая. То есть раньше, если я, например, у меня был салон красоты свой, да, студия красоты даже точнее, и мне приходилось всегда покупать, потому что там делали и волосы, и ногти, и ресницы, и мне приходилось покупать шампунь дорогостоящий в профессиональном магазине специальном. Я помню, бутылку покупала за 3000 рублей. И сама тоже пользовалась им, каждый месяц ходила, покупала для себя. И сейчас я понимаю, что эти деньги вообще не стоили того, чтобы их тратить, потому что, то есть этот шампунь не стоил таких денег, точнее, да, потому что он не давал такого эффекта, как дает мне вот именно этот шампунь. А тут еще намного дешевле, где-то шампунь с кондиционером 2000 рублей получается. Здесь идет по 500, по 0,5 литру, да, то есть, ну, вместе, в общем, получается здесь литр. По 0,5 идет и по 500 миллилитров идет. И он намного круче, эффект намного лучше. И надолго хватает. И даже детские волосы мы моем, потому что никаких, опять-таки, здесь жестких сульфатов нету. Также вообще абсолютно бессульфатный шампунь есть на российском сайте. Вот, как раз таки он протеиновый идет для восстановления, для питания волос.
Ну, а это для очищения. И у меня, например, у дочки раньше волосы путались, были такие тусклые, сейчас они блестят. С бальзамом, кондиционером мы пользуемся, они прям вот идеально расчесываются. То есть вот этот вот набор, это вот прям для всей нашей семьи. Мы используем не только дети, но и мальчишки, но и муж. Мальчишки тоже пользуются этим шампунем. Почему? Потому что он такой немножко даже мятный аромат присутствует, ощущение, что это вообще мужская линейка, но это не мужская линейка, то есть нет такого, но он освежает, им это очень сильно нравится. Вот. И также он справляется с проблемами такими, как сиборея. То есть вот бывают корочки на голове, у нас как раз у старшего была такая проблема, и после использования именно этого шампуня у него эта проблема ушла. Поэтому очень рекомендую, очень классный шампунь. Ну, а на сегодня все. Вот такие вот у меня покупочки. Почему показываю все это? Потому что это очень полезно, очень как бы вы тратите деньги не на ветер, а именно с умом. И вот когда начинаешь пользоваться этими продуктами, приходит осознание того, что раньше ты действительно деньги просто выкидывал на ветер. Все, что я не покупаю в этом интернет-магазине, все приносит мне пользу. И я закрываю свои вот эти вот потребности. А раньше то, что я покупала, оно мне не давало никакого результата, как оказалось. Поэтому советую вам тоже, кто хочет заказать, регистрируйтесь, заказывайте, можете сами зарегистрироваться по ссылке в описании, либо же напишите мне по ссылочке, тоже можете в Инстаграм, можете в Телеграм написать. Я именно занимаюсь в компании Atomy, я уже, наверное, 3 года. Год я просто пользовалась, 2 других года я начала просто рекламировать этот интернет-магазин. Компания Atomy предоставляет такую возможность партнериться, да? Можно стать партнером этой компании. Это реферальный бизнес, то есть я рекламирую этот интернет-магазин, я не продаю, я только рекламирую, я занимаюсь рекламой. Естественно, не только вот таким вот образом показывая вам, там рассказывая что-то. Нет, очень много других методов. Если, например, кто-то хочет так же, как и я, работать, я получаю деньги на карту Тинькофф, все идет прозрачно, все официально. Вывод средств идет через самозанятость, через налоговую, поэтому если кому это интересно, тоже можете мне написать по поводу работы. А так, я хочу пожелать всем счастья, как всегда. На этом буду заканчивать ролик. Кстати, вчера сделали елочку, но еще пока не украсили до конца, поэтому показывать не буду, потом попозже покажу, когда уже она у нас будет красивая. Мы заказали все украшения на Трендиоле, потому что украшения что-то очень дорогие. Вот прям прошлись по магазинам, вообще нормального украшения нету, чтобы по доступной цене, по скидке. Вот такая вот небольшая коробка украшений, где-то 1000 лир стоит. Вот. У нас есть, в принципе, украшения небольшие, но мы хотели бы прямо вот в этом году хорошо украсить елку. Вот. На этом все. И, друзья, сделала видеоролик, лицо оказалось обрезанным, но что поделаешь, оставила. Распаковочку все-таки хотелось тоже показать, поэтому пожелаю вам всем счастья, здоровья, всех люблю, всех целую, мирного неба всем над головой, всем